Поехали. Сейчас гир 40 выглядит привлекательно для лонга. Выглядит привлекательно для лонга. Сейчас подожду, если на 5 минутке будет модель, то буду залетать. Или на 3 минутке, или на 5 минутке. И то выглядит очень привлекательно. Очень даже. Дальше сейчас будем смотреть лонг. Вчера вот такой лонг открыли. Здесь никакого имбаланса, к сожалению, нет. Ни часового, ни 4-часового. Но на 5 минутке видно хорошо, что это такой единственный основной пул ликвидности. Азия в гир 40 здесь пошла в тренде. То есть мы в тренде пошли, в трендовом движении. Такое бывает. В азиатской сессии есть просто два формата того, как мы можем двигаться по гир 40. Мы либо стоим на месте, что для меня вообще идеально, чтобы мы, вот как, допустим, здесь. Мы пошли сильно вверх, потом мы стоим на месте, и потом в Франкфурте снимаем ликвидность. Но в этом примере в Азии мы погнали наверх. То есть в Азии нас выкупили. Мы летели, сейчас досняли какую-то ликвидность, и от нее, если будет выкуп, получается, если будет вот эта вот 5-минутная модель, то можно будет посмотреть лонг-позицию. Нужно, чтобы нас агрессивно выкупили только. Либо 5-минутная, либо 3-минутная. Мне и то подойдет, короче. И после того, как нас выкупят, если это случится, то я бы смотрел длинную позицию. Получается, что от этого поглощения со стопом вот здесь вот. И тейк ставить можно аж вот туда. 2.79 оно дает, значит, стоп с запасом. Тейк пониже. Тейк можно на первый максимум потянуть. Короче, сейчас в любом случае посмотрим по факту, если будет вообще эта модель, может быть, оно пойдет снимать пониже. Нам сейчас в любом случае нужна активность покупателя нормальная. Если ее не будет от этого снятия ликвидности, то мы, скорее всего, пойдем сюда, либо сюда. И там уже будем дальше смотреть на реакцию. Оно постоянно, видите, открывается 5-минутная свеча, пытается выкупиться, но пока что не хватает сил закрепиться нормально. Хотелось бы вот инверсии этого имбаланса. Вот этого мне будет маловато. Я бы хотел вот это инвертировать. Если это все сохранится и сейчас его не продавят вниз, и плюс мы инвертируем 5-минутный имбаланс, вот этот вот, то я бы заходил. Обратите внимание, я не хочу заходить после инверсии этого 5-минутного имбаланса. Это для меня слишком локально. Или поглощение вот это. Это слишком локальный сетап. Потому что мы так сильно упали, и ты будешь от такого маленького сетапчика заходить. Хочется тогда, чтобы мы вот это вот падение немного поглотили поболее уверенно, да? И это будет там инверсия хотя бы вот этого большого имбаланса. То есть я беру, чтобы на глаз было видно, что хотя бы нормальный выкуп идет. Я залетаю где-то здесь. Стоп здесь, и зашел я как-то вот так вот. Почему не торгуешь крипту, а торгуешь индексами? Они каждый день просто больше дают сетапов, чем крипта. Крипта вообще не каждый день дает. Пробки нормально выплачивают. В плане, если я сделаю запрос на столько, то выплатят. Мне вчера Funding Pips забанили. За то, что у нас... За лайфтрейдинг как раз таки. Потому что заметили, что мы уже месяц подряд с членами клуба открываем одни и те же сделки. И забанили, слава богу, не весь клуб. Там всего 3 аккаунта каких-то. Кому-то один фандед, одно испытание, и вернули за него деньги, и мне один фандед. Критерии для входа в позицию. Трендовое движение, снятие ликвидности, наличие хорошей цели выше и агрессивная модель входа. И, конечно же, правильное время для торговли. И я торгую только 1 к 2. Лондон может переснять, но это через полчаса посмотрим. Я просто, мы даем реакцию от этого снятия, я от него торгую. У меня нету анализа, что 4-часовой имбаланс, мы его коснулись, не коснулись. Я не жду этого. У меня есть просто вот все по сетапу дается, я по сетапу открываю. Дальше думать, что мы там пришли ниже, может мы доснимем это, может мы доснимем это. Вот так вот, если думать, пытаться анализировать, это же очень сложно будет. Да, я только фиксированно 1 к 2 торгую. И поэтому я могу либо стоп с запасом, либо тейк пораньше поставить. Но в 5-минутных сделках, то есть в 5-минутных моделях, я не вижу смысла там ставить стоп с запасом. А вот в минутке у нас практически всегда происходит ресвип, поэтому стоп с запасом затянуть, я всегда практически вижу смысл. Пояснить логику позиции. Интересно послушать. Здесь, в принципе, как я вначале объяснял, у нас идет активный тренд. Получается, азиатская сессия пошла уже в тренде. И мы просто от первого снятия ликвидности, которое у нас есть, мы от него уже ищем модель входа. Мы снимаем, и мы ждем 5-минутного подтверждения, что от этого снятия ликвидности включился покупатель. И здесь мы видим, что включился вот за 5 минут покупатель сразу
инвертировал вот эту штуку, но этого для меня маловато, и инвертировал этот имбаланс. Вот это уже для меня достаточно для того, чтобы заходить в позицию. Именно инверсии вот этого имбаланса. Потому что вот это для меня слишком локально, это слишком низко. Вот здесь, когда мы закрепились, для меня это уже уверенная модель входа. Ну, и я захожу, там, повезло, цена немного на ретест сходила. В 5-минутных моделях обычно я не ставлю стоп с запасом, поэтому я просто поставил тейк в воздух на 1 к 2, но мои конечные цели, вот она находилась, конечная цель вот здесь, это структурный максимум, да, вот он, максимум этой структуры. Сколько пропав слил за все время? Наверное, больше 20. Ну, просто они постоянно уходят. Даже вот вчера фандед забрали, который вот, он был пройден. То есть, можно сказать, он слит. А забрали его за то, что копитрейдинг, типа, вот сделки лайв-торговли, я же уже месяц торгую в лайве, и нас спалили там 3 человека, что мы торгуем одно и то же. Все, стоп-лот. Давайте посмотрим, если отсюда будет агрессия покупателя. Но, скорее всего, то как-то вот так вот оно будет. Короче, 2 варианта. Либо если нас выкупят отсюда, то я отсюда буду лонговать. Либо если нас выкупят отсюда, то я отсюда буду еще раз лонговать. Да, здесь нету ошибки, стопы, это же не всегда ошибка. Иногда бывает просто системной. Сейчас какую модель? Инверсия 5-минутного имбаланса мне будет достаточно. Но главное, чтобы она была прямолинейная и быстрая. Если она будет медленно даваться. О, вообще отлично выглядит. Да, отсюда, ну, я думаю, что вполне возможно, что сейчас лонг мы перезайдем хороший. По даксу вообще выглядит супер. 36 секунд, если мы закрепимся высоко. Давайте так, выше вот этой штуки, мне хочется увидеть закрепление. Ну, по факту, вот, поглощение, да, здесь можно заходить в любом случае, даже если не будет закрепа выше этой вещи, потому что поглощение было на 3 минутке. Все, я только сейчас зашел. Тейк у меня получается 24 345. Где-то здесь я зашел, наверное. 24 345.3 там было. Ну, то есть вот так вот. Все, на сегодня хватит. Ну, я думаю, что может быть из-за того, что выходной в Германии. Но без разницы, обе сделки системные. Все, спасибо всем, кто пришли. В любом случае, на следующей неделе сделаем еще один лайв-трейдинг. Давайте, до связи.